От пациентки. МРТ органов малого таза с контрастированием. На плановом УЗИ выявили образование яичника. В климаксе более 15 лет гинеколог настаивает на тотальной операции, так как образование может переродиться, уверена она, а хирург говорит, ничего не нужно, и оно вообще не опасно. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 60 лет, дата исследования 27 ноября 2024 года. В динамике с МРТ от 23 ноября 2024 года. Область исследования – органы малого таза на МР-томограммах малого таза. Область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрично, подвздошно-поясничные мышцы четкие и ровные. Ранее описанное локальное утолщение стенки кишки достоверно не визуализируется. Мочевой пузырь, положение и форма обычные, размеры не увеличены. Контуры четкие, ровные на всем протяжении. Стенка до 3 мм. Содержимое однородной структуры, визуальной интенсивностью сигнала, соответствующей жидкости. Паравизикальная клетчатка дифференцирована. Матка, положение АФ, форма обычная, размером 41 на 29 на 19 мм. Контуры четкие, ровные. Миометрия диффузно неоднородный. Полость матки хорошо визуализируется, не расширена до 3 мм. Шейка матки размером 23 на 23 мм. Цервикальный канал сомкнут, яичники правильно расположены. Правый яичник размером 18 на 8 мм. Фолликулы до 3 мм. При введении контраста визуализируется гиповаскулярное включение диаметром 14 на 12 мм, с накоплением контраста преимущественно по его капсуле. Левый яичник размером 20 на 10 мм. Фолликулы до 4 мм. Лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в малом тазу, за маткой незначительное количество свободной жидкости. Заключение. МР-картина образования правого яичника. Рекомендована консультация гинеколога. 12 февраля 2025 года. КМН, доцент Котов МА, а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Контрастное усиление все меняет. Если без него яичники вопросов не вызывали, то с ним в правом яичнике визуализируется образование, неправильно накапливающее контраст. На мой взгляд, такие образования представляют потенциальную угрозу, и дальнейшую тактику нужно обсуждать с гинекологом. Со стенкой кишки нормально все. По всей видимости, в прошлый раз был виден участок локального сокращения стенки кишки из-за перистальтики, спазма. Вопрос пациентки. А как понять, неправильно накапливает контраст? Это значит, оно злокачественное? Рентгенолог, который давал расшифровку, сказала, что оно наоборот его не накапливает, и похоже на фиброму. Получается, это неверно, да? Ответ КМН Котова МА. В яичнике в норме ничего накапливать контраст не должно. Если есть накопление, то это уж не норма, а образование. А количество доброкачественных опухолей яичника крайне мало.